Меня зовут Мако. Я решила обозревать самоздатовские книги. В этом видео я расскажу вам почему. Ну что, поехали? Во-первых, я заметила, что не так уж и часто можно встретить подобные обзоры отдельно. Обычно, если такого рода книги и попадают на обзор книжным блогерам, то это или уже известные произведения, или автор частным образом заплатил блогеру за его время. Во-вторых, мало кому известные авторы могут написать очень интересные истории. И именно поэтому я решила поставить перед собой задачу найти этих авторов и эти произведения. Во-первых, я сама там публикуюсь, и мне нравится оформление сайта. Во-вторых, это молодой проект, и следить за его развитием весьма и весьма интересно. Плюс там можно найти разнообразные книги на любой вкус, не говоря уже о самоздатовских авторах. Обозревать мэтров, таких как Перумов или Лукьяненко, я не буду. Это касается уже всех состоявшихся авторов, которые печатаются в различных издательствах. Моя задача – обратить ваше внимание на мало кому известных авторов. Нет, потому что на видеообзоры я планирую брать только те книги, которые не заставляли меня закрывать глаза на корявую грамматику. Я сама не идеальный человек и тоже допускаю ошибки, так что судить кого-либо за это я не собираюсь. Мне просто хочется советовать к прочтению, с моей точки зрения, хорошо написанные книги. Редактор или корректор в данном случае только повышают качество текста, но для меня не являются обязательным. Все просто. Иногда мне хочется рассказать о книге немножечко больше, чем я это делаю в честном отзыве на Литмаркете. Именно для этого я и буду делать видеообзоры на понравившиеся мне книги. Вообще, в самом начале это была группа энтузиастов. Но, к сожалению, обстоятельства оказались сильнее многих из нас, и вот она я. Мне нравится читать книги и слушать их аудиоверсии. Мне также нравится снимать и монтировать видео. И объединив вот это все, я решила, а почему бы и да? Никто не обещал, что будет легко. Но я честно постараюсь делиться с вами новыми видео каждую неделю. Если вы захотите узнать немножечко больше обо мне, внизу будет ссылка на блог, который я веду на 2 языках. Там вы также найдете информацию о том, что и где я публикую. Благодарю за просмотр. И помните, если книга идет с пометкой «Самоздат», это еще не значит, что она плохо написана.